По мнению многих людей, остров — это очень красивое и привлекательное место, где можно насладиться прекрасными видами и просто хорошо провести время. Однако не все острова такие. Если я скажу вам, что в мире есть остров, на котором проживают аборигены, отвергающие любые контакты с людьми вне своей цивилизации, то вы, скорее всего, мне не поверите. Но такой остров действительно существует. Его название — Северный Сентинел. С вами канал Фактопс, и именно об этом острове вы сегодня и узнаете. Погнали! Если вам нравятся наши выпуски, то вы можете поддержать нас на Бусти по ссылке в описании или отсканировав этот QR-код. Там вы сможете увидеть эксклюзивные посты и видео, а также получить доступ к неудачным дублям при озвучивании. Переходите на Бусти и станьте частью нашего канала. И спасибо вам большое за поддержку. В 50 километрах от индийского города Порт-Блэра располагается небольшой райский островок Северный Сентинел. Его площадь составляет 59 квадратных километров. Остров, за исключением берега, почти полностью покрыт тропическим лесом. Но не все так просто. Дело в том, что у острова есть одна примечательная особенность, которая делает его одним из самых опасных островов в мире. На его территории проживает небольшое племя охотников-собирателей – сентинельцы. Пока что они находятся в вечной изоляции. Никто точно не знает, на каком языке говорят сентинельцы, или как они себя называют, ведь они отвергают любые контакты с людьми вне своей цивилизации. В настоящий момент их количество оценивается от 15 до 40 человек, однако установить точное их количество пока не представляется возможным. Сентинельцы не имеют ни малейшего представления о современном мире, о новых технологиях, об освоении космоса и о многом другом. Но что более интересно, они даже не подозревают, что всего в 50 километрах от них находится современный город, в котором люди знают, что такое интернет, соцсети и смартфоны. В этом самом городе, Порт-Блэре, постоянно проходят авиарейсы, но для сентинельцев, скорее всего, это какое-нибудь природное явление, комета или метеорит. Но они даже не догадываются, что в них летают такие же живые люди, как и они сами. Но несмотря на все это, у них есть каноэ, но при этом они плавают на них, отталкиваясь от дна при помощи шестов. Судя по всему, они не могут плавать по более глубоким местам, потому что еще не изобрели весел, с помощью которых могли бы благополучно покинуть остров. 2 августа 1981 года грузовое судно Primrose сбился с курса и неожиданно наскочил на коралловый риф. Корабль безнадежно застрял, но в том, что он оказался на рифе, был и плюс. Таким образом, корабль не мог утонуть. Экипаж корабля отправил сигнал об аварии и начал ожидать спасения. На следующее утро буря стихла, и моряки увидели, что корабль наскочил вовсе не на риф, а на остров. Спустя несколько дней выставленный дозорный на борту Примроуза увидел группу из 10 темнокожих мужчин, вышедших из джунглей и направившихся к кораблю. Сперва они решили, что это спасательная команда, но в таком случае, как она могла так быстро добраться? Когда эти мужчины подошли поближе, экипаж увидел, что на них нет одежды. Помимо этого, они были вооружены копьями, луками со стрелами и другим оружием. И, похоже, они были настроены агрессивно. Поэтому капитану дал приказ забаррикадироваться. Спустя несколько дней экипаж Примроуза был благополучно эвакуирован вертолетом. Им посчастливилось сбежать с этого острова, который, вероятно, является последним в своем роде. С тех пор и по сей день обломки корабля находятся здесь. Насколько нам известно, сентинельцы поднялись на борт корабля в поисках железа, инструментов и оружия, после чего снова скрылись на острове. Прошлый визит был случайностью. Первую же осознанную попытку изучения острова и его жителей в 1880 году предпринял сотрудник Андаманской колониальной администрации Морис Портмен. Он не только решил высадиться на Северный Сентинел, но и провел там несколько дней. К сожалению, при первом осмотре острова он обнаружил только несколько брошенных домов, жители которых укрылись в джунглях. Однако Портмен все-таки добился своего. Он смог отыскать и захватить семью аборигенов, состоящую из 6 человек, и перевез их в Порт-Блэр для дальнейших исследований. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Оказавшись вдали от дома, взрослые чем-то заразились и умерли, а оставшихся в живых детей британцы вернули на родину. Существует много теорий, в которых сказано, что вторжение Портмена
является причиной того, что с тех пор сентинельцы остаются враждебными ко всем, кто прибывает на их остров. И это вполне может быть правдой. Ведь те дети, которые вернулись, могли рассказать историю о взрослых, которые умерли, потенциально возлагая вину за их смерть на внешних захватчиков. Или еще хуже, дети могли принести на остров болезни, которыми заразили большую часть племени. После чего весь этот пересказ превратился в религию, которая гласит, что на остров могут прийти внешние захватчики, и их нужно тут же убивать. После еще нескольких безуспешных попыток установить контакт с местными жителями, Северный Сентинел был забыт. И о нем вспомнили лишь в 1967 году, когда Андаманский архипелаг уже являлся частью Индии. Группа индийских антропологов высадилась на остров и все-таки питала надежду установить контакт с местным населением. Но, как и 100 лет назад, сентинельцы предпочли скрыться в джунглях, оставив группе исследователей лишь свои брошенные хижины. Но о враждебности сентинельцев узнали только в 1967 году, во время экспедиции National Geographic. В оператора в буквальном смысле прилетело копье, который просто снимал документальный фильм. Копье ранило его. Осознав, что им грозит реальная опасность, журналисты предпочли подальше убраться от этого острова. После этого случая стало понятно, что сентинельцы пытаются убить любого, кто вторгнется на их землю, и будут доказывать всем свою независимость. В принципе, такая реакция неудивительна. Если бы к нам явились суперразвитые представители внеземной цивилизации, то, наверное, мы тоже так себя вели. Поэтому такую реакцию от сентинельцев можно понять. В итоге, правительство Индии закрыло остров для посещения и установило запретную зону шириной в 3 морские мили, которую теперь регулярно патрулируют военно-морские силы Индии из-за опасности внесения болезней, от которых у сентинельцев нет иммунитета. Однако в 2018 году американский миссионер Джон Чау попытался проникнуть из нашего мира к сентинельцам с целью распространить среди них христианство, что в конечном итоге стоило ему жизни. 17 ноября 2018 года он был убит стрелой от рук сентинельцев. Судя по записям его дневника, Джон Аллен Чау прекрасно осознавал все риски, которые могли с ним произойти. Но это не остановило его. С тех пор американского миссионера Джона Аллена Чау больше никто не видел, а его тело сентинельцы забрали с собой на остров. А что думаете вы о жителях острова? И стоит ли попытаться наладить с ними контакт? Расскажите в комментариях. И если хотите поддержать наш проект, то вы можете это сделать по ссылке в описании. Большое спасибо за вашу поддержку.